Сегодня мы поговорим о влиянии напитков на образование камней в почках с комментарием врача-уролога. Для начала подпишись на канал, нажми на колокольчик и в конце поставь лайк, так больше людей увидит это видео. Спасибо, друзья, за вашу поддержку и спонсорство. Наша команда очень вам благодарна, все варианты помощи в описании. Влияние напитков на образование камней в почках. Сперва я поясню, что такое оксалаты. Это производные щавелевой кислоты, которые образуются в организме при распаде глицина и аскорбиновой кислоты, а также поступают с пищей. В норме эти вещества выводятся с мочой. При соединении оксалатов с кальцием образуются нерастворимые соли, которые становятся основой для формирования камней в почках и мочевыводящих путях. При повышении концентрации оксалатов вероятность камнеобразования повышается. Своевременная диагностика этих нарушений дает возможность скорректировать питание пациента и назначить лечение, чтобы избежать развития мочекаменной болезни. Итак, продолжим. Первое. Кофе и чай. Очень часто пациенты с мочекаменной болезнью отказываются от употребления кофе и делают это напрасно, так как употребление кофе и чая не увеличивает частоту камнеобразования. Одна чашка кофе содержит всего 1 мг оксалата. Многочисленные исследования показали, что употребление кофе снижает риск образования камней. Точный механизм до конца не ясен. По-видимому, связан с мочегонным эффектом кофеина. Одна чашка заваренного чая содержит 14 мг оксалата. Это немало, но должно учитываться только людьми с повышенным количеством оксалата в моче. Нейтрализовать оксалат можно добавлением в чай молока. Второе. Алкоголь. Разовое употребление алкоголя не приведет к образованию камня. Этанол обладает мочегонным действием, что, теоретически, может быть даже полезным. Известно, что пиво богато пуринами, предшественниками мочевой кислоты. Употребление пива может повысить уровень мочевой кислоты и вызвать приступ подагры. Однако, образование камней из мочевой кислоты занимает продолжительное время. Также стоит помнить, что основной причиной образования этих камней длительное закисление мочи, а не повышение в ней концентрации мочевой кислоты. Опасна хроническая алкоголизация с развитием поражения печени, алкогольной болезни печени, нарушение функции печени проявляется, в том числе в увеличении продукции в ней мочевой кислоты и оксалатов и закислению мочи. У таких больных выше риск образования и камней из оксалата кальция, и камней из мочевой кислоты. Третье. Соки. Натуральные соки богаты как полезным цитратом, так и потенциально опасным оксалатом. Считается, что из фруктовых соков риск камнеобразования увеличивает только грейпфрутовый сок. Также большое содержание оксалатов в следующих фруктах: апельсин, виноград, темный, инжир, малина, финики, хурма и цедри всех цитрусовых. Сок из этих фруктов и ягод также стоит ограничить. Также стоит отказаться от всех овощных соков и смузи, которые крайне богаты оксалатами. Например, очень высокое содержание оксалатов в соках из моркови, сельдерея, тыквы. Четвертое. Минеральная вода. Минеральная вода может содержать большое количество натрия, что не полезно. Поэтому нужно выбирать лечебно-столовую минеральную воду, а не лечебную, не Ессентуки 7 и 14, желательно, чтобы минерализация. Суммарное содержание солей не превышало до 3-5 грамм на литр. Эта информация всегда указана на этикетке. Бояться большого количества кальция в минеральной воде не стоит. Во-первых, в минеральной воде его немного, и усваивается кальций плохо. Во-вторых, многим пациентам с мочекаменной болезнью нужно увеличивать потребление кальция. Вся продающаяся в супермаркетах минеральная вода гидрокарбонатная, то есть щелочная. Снижение кислотности мочи полезно пациентам с мочекислыми камнями, но для ощутимого эффекта нужно выпивать более литра минеральной воды. И вредно пациентам с инфекционными камнями. Пятое. Опасны сладкие газированные напитки, они увеличивают риск камнеобразования. Кока-кола, пепси-кола, фанта и аналоги, содержащиеся в них в большом количестве фруктоза, увеличивает выведение с мочой кальция, оксалатов и мочевой кислоты, тем самым увеличивая риск образования камней. Неблагоприятное действие газировок многократно доказано в странах, где такие напитки крайне популярны, например, США. Мужчинам после 30 лет употребление сладких газированных напитков рекомендую полностью исключить и забыть об их существовании. Отправляйте пост друзьям, родным и близким. Эта информация будет всегда актуальна.
Будьте внимательны к своему здоровью и не забывайте вовремя проходить контрольные исследования, если это требуется. Обращайтесь за помощью к грамотному специалисту и никакого самолечения. На этом все. Здоровья и удачи вам, друзья!